Доктор Кто. Сериал, который существует уже более 60 лет и оставил значительный след в киноиндустрии. На нем росли целые поколения, да даже некоторые актеры, которые играли Доктора, были поклонниками сериала с самого детства. Неудивительно, что за более чем полвека на мужика из серии Будки наделали большое количество отсылок. Но сколько точно? Десятки, сотни, тысячи? Сомневаюсь, что последнее, но это видео о 10 отсылках на Доктора Кто. Первое в сообществе Доктор Кто Рус и, надеюсь, не последнего. Я Артем. Поехали. Рик и Морти давно стали неотъемлемой частью мультфильмов про научную фантастику, но для людей постарше. В 10-й и заключительной серии 3-го сезона президент страны мирового жандарма в очередной раз вызывает Рика и Морти на помощь. Они выполняют задания и, раздраженные тем, что верхушка постоянно обращается к ним без всякой благодарности, возвращаются домой. Об этом недовольстве быстро узнает президент, что в итоге приводит к битве между Риком и службой безопасности. Рик! Так, что это было? Смерть. Какая? Мгновенная. Даже звука не было, он просто умер. Да, жутко на такое смотреть. Господи, да он же не бог, блядь. Ты знаешь, кто я, и знаешь, что я могу. Все нормально, Рик. Я доктор Кто в этом пиздеце. Могу быть клоном, могу быть голограммой. Мы можем быть клонами под управлением роботов, которых через шлем контролируют настоящие Рик и Морти, пока ебут твою мать. Не стоит забывать, что это всего лишь отсылки, но такие мелочи все равно приятно слышать. Мультсериал про эту фриковатую семейку знают все. Миллениалы и абсолютно точно поколение Z застали этот трешак детства. Вероятно, докторманы точно видели этот отрывок, но не включить его я не могу. В 4-й серии 15-го сезона нам покажут, как снимают Гриффинов. Некий такой фильм о фильме. Серия начинается с того, что семейка сидит на диване и смотрит новостную повестку. И снова на экране доктор Кто пернул. Пришельцы атакуют! Мы должны вернуться в 21 век! В машину времени пока нельзя. Но они нас всех убьют! Ладно, хорошо. Одну секунду. Ну, как прошли выходные? Об этом сериале и говорить нет смысла. Если вы смотрели Доктора Кто, то, вероятно, и с этим шедевром научной фантастики знакомы. В 8-й серии 19-го сезона, пока Шелдон и Леонард пытаются попасть в университет Беркли, в доме госпожи Воловиц ребята собираются, чтобы навести порядок в гараже и продать лишние вещи. Итак, я отметила наклейками вещи, которые мы продаем. Осталось только вытащить их на улицу. А можно я буду подписывать ценники? Я отлично разбираюсь в гаражных распродажах. Вот эти колготочки за пятак оторвала. Секундочку. А почему здесь наклейка? Это же моя Тардис из Доктора Кто. Я собирался подставить ее в доме. Вот ты и ответил на свой вопрос. Вопрос. Ее стоимость может увеличиться вдвое и покрыть половину того, что я за нее заплатил. Слушай, Мил, у нас полно дел. Давай потом решим. Ну что ж, главное, что ты не говоришь «нет». Ну, конечно, милый. В конечном итоге ребята делятся на две команды, и судьба машины времени будет зависеть от той команды, которая победит в настольном теннисе. Ну что ж, решено. Судьба Тардиса решается поединком, вдохновленным Игрой Престолов, на поле боя громовых котов и трансформеров. Еще один культовый мультсериал, сюжет которого крутится вокруг приключения 4 мальчиков и их друзей, живущих в маленьком городе Южный парк. Сериал высмеивает недостатки американской культуры и текущие мировые события. В 10-м сезоне в двухсерийке «Вперед, Бог вперед» Карпман ждет выхода новой приставки, но не в силах больше ждать, просит заморозить его, что в итоге приводит к тому, что он оказывается в далеком будущем в 2546 году. В 13-й серии к Карпману приходит робот-собака. Что случилось? Я скажу тебе, что случилось. Я 500 лет ждал, чтобы поиграть в Nintendo Wii. И если я в ближайшем будущем в ней не поиграю, я вас всех на клочки порву. Мы так рады, что ты вернулся. Кое-кто очень-очень по тебе скучал. Заходи, Кейтен. Гав-гав. Здравствуй, Эрик. Я скучал. Кейтен, отвали, не до тебя. Почему мне никто не рассказал, что есть телефон времени? Какое это имеет значение, гав-гав? Как ты не понимаешь, с этим телефоном я могу позвонить самому себе и сказать, чтобы я себя не замораживал. Забавно, что не только робот похож на К9, но и шрифт. А точнее на сериал К9, который был снят в 2009 году в Австралии.
Воронины. Один из самых знаменитых ситкомов, снятых в России, и поклонники Доктора Кто у нас тоже есть. В 20-й серии 16 сезона у Кости и Веры приближается 15-я годовщина их свадьбы. Жена, соответственно, ждет какого-нибудь подарка, а Костя, как хороший семьянин, этим и занимается. Спасибо большое. Короче, я все придумал. Да? Вера получит такую годовщину, о какой даже не мечтала. Я, видите ли, не романтичный. Но ничего, она еще узнает. Да, это всего лишь плакат, но ведь кто-то его туда повесил, сомневаюсь, что у нас в РФ крутили фильм «Доктор Кто» и далеки 1965 года. Кстати, этот отрывок заметил подписчик из моей группы ВКонтакте, приглашаю и вас тоже присоединиться туда. Еще один мультсериал, пришедший к нам в 90-е с похожей тематикой, как у Гриффинов. Над двумя этими проектами работал один человек, Сет Макфарлейн, так что неудивительно, что они практически идентичны. Сюжет сосредоточен на возвращении Джеффа из космоса, однако выясняется, что это не совсем настоящий Джефф. Настоящий Джефф был мертв, а вместо него прислали пришельца, который собирается изучать Землю. Роджер Хилли об этом узнает и через найденный аппарат отправляется к нему на научный корабль. Не в кайф. Это не в кайф. А что, плана нет? Тупо бежим по кораблю пришельцев? У Жака и в Кусто были секс-отсеки типа этих. Хейли. Хейли Смит, да? Кто ты? Откуда меня знаешь? В этой 13 серии 11 сезона на фоне засветились звуковые отвертки. Именно таких отсылок будет достаточно много в большинстве проектов. Невероятный сериал детства, который хочется пересматривать и пересматривать. Вообще, узнав об этой отсылке, я очень сильно засомневался, но все-таки решил ее вставить. По сюжету первой серии 8 сезона на празднике Дня Первопроходца Пасифика Нортвест хвастается своим прадедом-основателем Натаниэлем Нортвестом и унижает Мейбл. Это мотивирует ее и Диппера найти настоящего основателя Gravity Falls. Используя загадку из дневника, в пещере они находят документы, разоблачающие Нортвеста как мошенника. Настоящим основателем оказался Квентин Требли. Там же они находят его тело, и к этому моменту их находят копы и забирают вместе с телом, так как это была секретная информация. Находясь в поезде, Диппер и Мейбл случайно освобождают Квентина, который оказался жив, и думают, как бы им выбраться из ящика. Мы заперты в чем-то напоминающем деревянный ящик. Это и есть деревянный ящик. Но у меня есть президентский ключ, открывающий все замки в Америке. Так ничего не получится. Дерево! Да, это мой заклятый враг. Я считаю, что этот отрывок очень притянут за уши, но в интернете написано, что это отсылка, так что не будем спорить. А теперь вернемся немного назад. Заметили этот кадр? Лично мне он напоминает статую из серии «Ангелы захватывают Манхэттен». Еще один мультфильм о приключении, но уже не семьи, как это было в Гриффинах «Американском папаше», а просто нескольких детей. Открывающая первая серия второго сезона показывает нам двух отцов разных семейств, которые со своими отпрысками пришли в дворец игрушек. Смотри! Крошечный преобразователь времени. Это действующая машина времени для малышей. Пойдем проверим. Эй, сядем на поезд. Нет, Томми, я лучше пешком. На нем мы объедем весь магазин, бежи. Если внимательно приглядеться, то на полках можно заметить милых розовых даликов. Наверное, все пацаны любили собраться у телевизора и посмотреть обзоры, в которых ведущие проводили дорожные испытания автомобиля, оценивая надежность, управляемость, скорость и практичность машин. В 8 серии второго сезона ребята тестируют машину Nissan 350Z, надеясь возродить легендарную Z-серию 1960-х годов. Кульминацией серии становится гонка властелинов мира с очень неожиданным появлением. О нет! Что это? Что бы ни случилось, теперь он знает, что его время будет провальным. Наверняка он будет жаловаться кое на кого. И будет прав. А теперь добрый дядя доктор Кто. Так, и еще кое-что, пока ты не забрался внутрь, чтобы никаких перемещений во времени. Выглядит маленькой для меня. Я понимаю, это разочарование для вас.
Первая хитрость — держаться середины. Очевидно, что ты не хочешь, чтобы он хорошо прошел трассу. Ты хочешь его обойти, иначе ты сильно расстроишься. А ты вообще умеешь расстраиваться? Ты умеешь расстраиваться? Ты обидчивый? О, нет. Кажется, ему это не понравится. Ликвидировать! 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 Ликвидируй их! Аннигиляция! Да, лично сам Колин Бейкер присутствовал на съемках серии. Я считаю, что это легендарная отсылка. Да даже не отсылка, скорее небольшой эпизод Доктора Кто. А вы натыкались на людей, которые любили смотреть Господина Бина и искренне смеяться над ним? Лично я, да, и даже сам его пытался смотреть, но не осилил 2 серий. В канун Рождества Бин отправляется в универмаг, чтобы купить украшения. Пока на кассе большая очередь, Бин решает разыграть сценку рождественского вертепа с другими игрушками. Вот такие получились первые 10 отсылок на наш любимый сериал. Настоятельно рекомендую в комментариях написать о том, как вам такой формат и стоит ли его продолжать делать, чтобы время было потрачено не зря. Также, если вы сталкивались с отсылками на Доктора, то тоже дайте мне знать в тех же комментариях, чтобы частей по рубрике было больше. Важная информация. Следующие части рубрики будут выходить на Бусти и во Вконтакте. YouTube, уже знаете, за авторские права банит, да и мне на что-то надо жить. Все-таки веду канал уже 6 лет, а монетизировать правильно так и не научился. Большое спасибо за просмотр. Лайки и репосты приветствуются для продвижения видео. Увидимся в следующем ролике по этой рубрике.